Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас упражнение на подушке, набивание на подушке. То есть первые вот эти вот формы, которые ведут вас к сильным акцентированным ударам и точным ударам. Смотрите, наслаждайтесь, берите на вооружение. Упражнения на подушке отличаются от боксерского мешка, потому что некоторые положения на боксерском мешке не поставишь, потому что есть движение. Сегодня у вас основной набор идет элементов, постановочных элементов. Это не удар. Это упражнение, которое подводит к силе удара, к его амплитуде, ко всем составляющим, скорости, направлению удара. Очень важно, потому что подушка, она стоит на месте. Итак, первое упражнение. Первое упражнение вы делаете, нашагивая на мешок. То есть это не шаг. Просто делается выпад, чтобы вы до мешка достали. Раз, два. Раз, два. Старайтесь толкаться ногой. Дальше, чем стена, вы все равно не уйдете. Поэтому ваша задача постараться выпрямиться и как прилипнуть к подушке. Еще раз говорю, это важное ощущение, чтобы вы точно знали, что вы давите на удар, давите. Со временем у вас придет момент вот этого вот хлесткого момента. Вы будете обжигать ее, обжигать ее. Но сейчас на приближение. Левая, правая, правая, левая. Раз, 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 раз. Левая. Правая, левая, правая. Ноги играют. Второе упражнение. Второе упражнение очень простое. Немножко такой вариант, как бы очень часто боксеры применяют это в бою. Вот не можешь подойти к сопернику. То есть, что бы ты ни делал, он все равно как бы от тебя убегает и убегает. И вот где-то примерно, когда остается 2 шага до каната, очень простая схема. Вот ты издалека, на месте стой. Вот ты издалека начинаешь движение с ног. Движение очень коварное, очень опасное. Если вы так научитесь бить, вам легче будет просто в бою. Такой подводящий как бы ударчик. Вы начинаете с ног. Есть вот такие вот вещи, когда ноги у вас выбиваются. Ну, вот такие простые вещи. Когда нога выбивает ногу. И вот чтобы подойти к нему, я просто начинаю выбивать себе ноги и таким образом к нему приближаюсь. Могу сделать шаг и раз, вниз живота. Если при этом как бы он что-то начнет делать, у вас тут же есть второй выход. Потихонечку. Раз, два. Потихоньку. Раз, два. Сначала попробуйте медленно, чтобы все точно рассчитать. Потому что, еще раз говорю, здесь есть нюанс. На самом деле в бою вы будете делать это быстро. Быстро. И очень важно, чтобы правильно ноги и корпус на удар встал. Вы идете не в соперника, то есть вы не в него идете. Вы идете на самом деле вот в эту сторону. Сквозь соперника. Не сквозь, точнее, как со стороны его набираете. Вы уходите сюда, чтобы здесь его доставать. В сторону. Поэтому также и подушка, как стоит, ровно перед вами. Делается набор, вот просто. И вас отнести должно вот сюда. Можно брать как центр подушки, так и любую ее площадь. Не старайтесь выбить ямку. Бейте каждый раз в новое место подушки. Это поможет вам сохранить как бы, руки. Потому что ямку выбьете, второй раз попадаете, уже все, подламываете. И видно, что я в стороне. По поводу руки сейчас пока не парьтесь, рука будет у вас согнутая, чтобы вы напрямую руку не вставали. Потихонечку. Все просто. И подошел. В бою у вас будет это движение. Вниз. 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 Это может быть началом вашей серии.
Поэтому этот удар, ну как правильно сказать, то есть с него вы начнете, закончите другим ударом. Сейчас пока подводящее вот к этому движенитесь. И раз. Не залипайте, сразу от подушки. И раз. Еще разок. И раз. И раз. И раз. Теперь смотрите, парни, один из нюансов. То есть вот когда вот ноги подводите, вот сейчас видно, да, вот ноги соединяются. Видно, да? Вот смотрите, в реале у вас когда ноги подводите, между стопами одна стопа должна оставаться. То есть не тяните прям к ноге от ноги, а старайтесь, чтобы у вас вот такой набор был. Вот такой набор. Чтобы ноги не соединялись. Видно, да? Раз. И можно во время толчка уже формировать это движение. Бам! В реальности вас развернуть прежде должно. Чтобы вот эту вот часть не доделывать, потому что она очень медленная. Вы сразу готовите бедро и от бедра стартуете. Чтобы вот эта вот инерция, которую вы набрали, она умножилась поворотной частью бедра. Поэтому делается легко. Бам! Бам! Вместе. И раз! Раз. Стоп. Теперь смотрите, попробуйте с одной стороны ударить и со второй. С одной и со второй. Теперь смотрите, еще один момент, тоже он как бы боевой считается. То есть это вот все вот эти вот элементы, ну как бы они такие простые. Набивалочки, то есть, ну это вот из серии первого уровня. Но они все встречаются в бою. Вот есть очень замечательный элемент, который тоже набивается. Набивается он по первому, как говорят, разу. На базе уклона удар. То есть когда вы делаете уклон вместе с ударом, то есть это, ну, больше, наверное, уже к встречным ударам относится. Когда вы начинаете делать уклон одновременно с ударом, и вы падаете на ногу. Вот такой вот удар получается. То есть падаешь, бьешь на ногу. И в это время уклоняйся. Здесь очень много как бы моментов, которые раскрывают вашу серию. Но мы начнем с первого движения. То, когда вы падаете на ногу и начинаете потихонечку удар ввинчивать. Движение очень простое. Можно его делать также шагом. Подобрал, бам! Подобрал, уклон, бам! Можно сразу на ногу падать. Сразу. Как в одну сторону, так и во вторую. Бам! Бам! Раз! Стоите фронтально. Начинаете с фронтального положения. Почему с фронтального положения? Самое удобное положение, чтобы вы просто поняли. Начинаете, вот у вас момент. Отшагиваете и на ногу ложитесь. Бам! Вот оно движение. В эту сторону. Так. Раз, два. Руки пока полностью не выпрямляете. Пока на согнутой руке. 10 градусов. Раз. Чтобы для ощущения, чтобы вам понятно было, чувствуете пол пальцами ног. То есть не надо там грубо сейчас на пятку ложиться. Мягко. Раз. Движение. Раз. Поехали. Так, стоп, парни. Вот смотрите, как бы я сейчас чуть-чуть скажу, да, вот есть определенная амплитуда движения. Как уклона, так и удара. То есть очень интересная тема. Поэтому как бы вот смотрите, да, вы весь вот от точки А до точки Б должны знать, сколько вы можете сделать. И потом уже, когда вы начинаете бить, чем
больше ваше мастерство растет, тем меньше у вас получается. То есть не надо сильно валить его. Столько, сколько надо. Столько, сколько надо. Поэтому следите за амплитудой. Сейчас, пока вы учитесь, вам можно большую амплитуду, чтобы уже голова уже знала, куда и как можете вы. И постепенно уменьшайте ее. Чтобы уже как только, как взрыв. Как только, так взрыв. Как только, так взрыв. То есть вот к этому состоянию вы должны прийти. Приготовились? Поехали, сильно бьем. Подкручиваешь. Вот. Вот, хорошо. Уже лучше, Антон. Ром, не перебирай ногами. Ты много перебираешь ногами. Можно? Смотри. Бам. 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 Не семени ногами. Бам. 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 Вот, сгибай, как уклон. Уклон. Иди сюда ко мне. Ручку вот сюда мне будешь ложить. Вон, в сторону. На ногу, молодец. Молодец. Во, шаг делай. Вот, где уклон? Уклон где? Во. Во, видишь, как хорошо у тебя заряжается. Вот, на ногу. Раз, сложился. Сложился, молодец. Вот оно движение. Видишь, ты потом будешь угадывать его. То есть, как только раз, ты уже готов. Если будешь делать движение, уже будешь на ногу падать. Вот на эту сторону. И сразу. Раз. 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 Закончили. Вот смотрите, да, вот это здесь все понятно. Вот это вот правильная часть. Да? Есть еще один момент. Неправильная часть, то есть нелогичный уклон. Когда вы падаете, здесь все понятно, вам легко потом ноги подбирать. Но есть еще один вариант, который вы должны научиться бить. Это то, когда вы наклоняетесь, например, вправо, выставляете левую ногу. Выставляете ее недалеко, а так, чтобы ее сразу зарядить под толчок. И уже от толчка вы уже выкидываете удар. Получается вот так. Раз. Итак, в первом случае вы сразу делали движение. Во втором случае раз, ножку на толчок. И отсюда уже от ноги вы будете перескакивать. Понятно? Еще один момент. Стоите перед подушкой. Раз, два. В угол подушки, вот в эту часть. Сейчас смотрите, не торопитесь, потому что все вот эти вот как бы элементы, они протачиваются многократно, чтобы уже вот эту интуитивную часть развить мозга. Сюда можешь сюда, сюда можешь сюда. Это очень хорошая комбинация, она приведет вам к очень хорошим формам ударов. Поэтому ножку отставили, толкнулись, вернулись, подставили, толкнулись. Можно подкруживать чуть-чуть, как бы на сторону идти. То есть вот с этого фронтального положения можете оказаться здесь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Понятно? Пробуем, пока пробуем. Так, стоп. Давайте, наверное, я вас поближе подведу. Итак, наносишь удар. Молодец. Еще раз. Раз. Еще раз, Илюшка, смотри. Раз. Раз. Раз, два. Если можно так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть первое движение, которое вы делаете, уже можно делать с ударом. Как он выставляет, уже здесь можете его встречать. И также сюда закладывать. Вот чтобы вот эту вот вещь уже отработать хорошо, чтобы она уже сложилась у вас в представлении. Не спеши.
Раз. Раз. Раз, два. Не больно? Раз, два. Одна форма. Раз, два. Вторая форма. Раз, два. Во. Видишь, куда? Надо сюда заскочить. Еще раз. Хорошо. Вот, молодец. Вот, молодец. Во. Вот, молодец, хорошо. Вот. Видишь, какой быстрый старт? Видишь, ну не успеешь даже за ним. И сразу встречай. Сейчас делаете 2 удара. На одном движении делаете 2 удара. Чтобы вы уже сразу в уклон, когда падали, уже били. Раз, два. Раз, два. То есть это подводящий уже к боевому исполнению. Поэтому как бы представляете себе уже более ярко. Поехали. Ром, смотри, вот смотри. Первый, ну как бы первый, ну понятно, да? Вот ты делаешь. Первый. Вот от него уже все и вращается. Потому что если ты первый неправильно сделаешь, ну, скорее всего, не толкнешься. Не ставь ногу так. Ставь ее по направлению удара, толчка. Потому что ты ее отставляешь так. Очень трудно так толкаться. Поэтому по направлению. Ты когда ставишь, у тебя ножка, видишь, сразу вот она параллельно пошла. И толчок будет вот в эту сторону идти. Сразу переворачиваться будешь. Вернулся еще раз. Вот и отставил. И сюда ударил. И еще и третий довалил. 3 удара, поехали. Раз, два, 3. Третий докладывай. Хорошо. Вот все знают, да, вот эти вот упражнения. Когда вы выводите удар и бьете, как будто вы от тяги бьете. Как на себя делаете. Вот зачем вот это упражнение? Чтобы вы поняли, как у вас плечи будут работать. Есть 2 подводящих упражнения под боковой удар. Первое упражнение, то когда вы вытянули ручку и ударили. Раз, раз, раз. Второе упражнение, то когда вы локоть ведете кверху. То есть вы вытягиваетесь, как натягиваете спину. Локоть вверх и тащите его вниз. 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 Если здесь на себя, то здесь локтем вниз. Чтобы у вас спина сыграла, чтобы вот это вот движение у вас уже было. Вот это вот движение. Руки держите близко, не делается отдельно. То есть тело отдельно, рука куда-то летит. Все у вас перед глазами должно быть. Вытянули, ударили, подняли, ударили. Ударили, 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 ударили. Вот такие простые упражнения помогут вам правильно сформулировать самые основные моменты уже в бою. Поэтому нарабатывайте, пожалуйста, потихонечку, аккуратненько. Все делается от медленного к быстрому, от спокойного к сильному. Поэтому наблюдайте. Добра, любви вам.